Глава 961. Боевой племянник Ли. Старик Вэнь посмотрел на Хань Ли, и его щека дернулась. Затем он поспешно поприветствовал его. Старейшина сказал, что в нашей секте гость, но я не ожидал, что это будет культиватор зарождающейся души. Не поприветствовать вас лично было действительно неуважительно с моей стороны. Юэчжэнь, услышав старика Вэнь, был очень шокирован. В его разуме исчезла последняя тень сомнений, и он с благоговением посмотрел на Хань Ли. Культиваторы зарождающейся души были недоступным существованием для нынешней секты Небесного Талисмана. Мне было поручено доставить сюда кое-что, поэтому я здесь. Не стоит быть слишком формальными. Затем Хань Ли сделал паузу и продолжил. Этот предмет мне доверили несколько лет назад, и поскольку я оказался в провинции Хуайюань, я решил воспользоваться возможностью вернуть его. Однако я должен отдать этот предмет только мастеру секты. Сказав это, он хлопнул по своей сумке для хранения и положил на стол коробку из кости. Старик Вэнь был встревожен, услышав это, и тактично сказал: «Боевой племянник Юэ, ты слышал его. Почему бы тебе не взглянуть на предмет, который он принес?» «Да, боевой дядя», — с уважением ответил Юэчжэнь. Затем он взял коробку из кости и с любопытством открыл ее, обнаружив несколько кусочков кости с вырезанными на них крошечными символами. Он взял кусок и спросил, что это. Хань Ли просто улыбнулся. Затем Юэчжэнь просмотрел их и взволнованно вскрикнул: «Талисман подчинения души». Это техника создания талисмана подчинения души. Надписи принадлежат старшему боевому брату Юню. Старший боевой брат Юнь. Ты уверен? Старик Вэнь изменился в лице. Абсолютно, ответил Юэчжэнь. Учение мастера секты наполнено личными трудами старшего боевого брата Юня. Как я могу ошибаться? Двое других культиваторов в зале были шокированы. Хань Ли равнодушно добавил: верно, это то, что передал мне господин Даосист Юнь. Талисман подчинения души — один 3 тайных талисманов вашей секты. Конечно, но когда вы встречались со старшим боевым братом Юнем? Он исчез в путешествии за границу еще до того, как я вошел в стадию формирования ядра. Прошло десятки лет с тех пор, как мы последний раз слышали о нем. С ним все в порядке? С беспокойством спросил старик Вэнь. Он должен быть в порядке. Но, по правде говоря, я встретил его случайно несколько десятков лет назад. Тогда Хань Ли вкратце рассказал про призрачный туман и призрачную область. Разумеется, он не стал упоминать о драгоценных призрачных камнях и других деликатных вопросах. Услышав его рассказ, у старика кровь застыла в жилах. Значит, в этом мире было такое опасное место. Сложно представить. Неудивительно, что вдоль побережья иногда исчезают культиваторы. Это все из-за призрачного тумана. Глаза Хань Ли дрогнули, и он сказал с улыбкой на лице: «Верно, мне пришлось потратить немало сил, чтобы сбежать оттуда. Господин Даосист Юнь поручил мне вернуть эту коробку секте, если у меня появится такая возможность. Однако я весьма заинтересован в изготовлении талисманов и провел небольшое исследование вашего талисмана подчинения души. Надеюсь, вы не обидитесь на это». Старик Вэнь сказал уважительным тоном: «То, что вы лично вернули талисман подчинения души нашей секте, уже большая честь для нас. Разве у нас могут быть претензии к вам из-за такого пустяка? Хотя талисман подчинения души является одним из секретов нашей секты, он был бы потерян для нас навсегда, если бы вы его не вернули. Естественно, мы не будем обижаться на вас». Юэчжэнь тоже согласился. Хань Ли кивнул в знак согласия, а затем быстро встал. «Я благодарен за то, что у вас нет предубеждения, но теперь, когда я вернул это вам, я должен уйти. У меня есть свои важные дела». Хотя старик Вэнь был счастлив получить талисман подчинения души, ранее потерянный для них, он не собирался игнорировать эксперта, внезапно появившегося перед ними. Он быстро сказал: «Старший, мы еще не отблагодарили вас за то, что вы его вернули. Может, вы хотите остаться в нашей секте на несколько дней и принять нас в качестве хозяина?» Если бы они смогли подружиться с культиватором зарождающейся души, положение секты Небесного Талисмана как маленькой секты значительно возросло бы. Можно было решить любую проблему, которую создала для них конкурирующая секта. «Тогда я останусь еще ненадолго», — сказал Хань Ли с загадочной улыбкой. Юэчжэнь моргнул и затем добавил: «Старейшина Хань ведь заинтересован в изготовлении талисманов. Возможно, в нашей секте не хватает знаний в других областях, но в этом мы неплохи. Наши предшественники собирали различные записи, относящиеся к талисманам. Если вы пожелаете, вы можете взглянуть на них и, возможно, дать нам немного подсказок. Записи об изготовлении талисманов». Хань Ли почувствовал, как его сердце дрогнуло от удивления. Старик Вэнь был ошеломлен на мгновение и кивнул.
С тех пор, как Хань Ли изучил талисман подчинения души, он очень интересовался другими тайными талисманами секты. Разумеется, он охотно согласился и сказал: «Хорошо, поскольку я заинтересован в изготовлении талисманов, я останусь в вашей секте на несколько дней». Старик радостно сказал: «Это здорово. Наша секта гордится тем, что вы посетили нас, старший. Не желаете сначала отдохнуть? В этом нет необходимости. Отведите меня в хранилище записей». Хань Ли покачал головой. С его нынешним уровнем культивации ему требовалось всего лишь мгновение для восстановления магической силы, которую он потратил во время путешествия. Старик Вень улыбнулся и указал на мужчину средних лет в углу. «Хорошо. Боевой племянник Янь проводит вас в хранилище записей». Затем он посмотрел на мужчину и сказал: «И если у старшего есть какие-либо пожелания, мы их исполним в меру наших возможностей. Как прикажете, боевой дядя Вень». «Старший, пожалуйста, следуйте за мной». Культиватор среднего возраста с уважением принял его приказы и пошел провожать Хань Ли. Старик Вэнь подождал, пока Хань Ли покинул зал, а затем вздохнул: «Я не ожидал, что старший боевой брат Юнь на самом деле попал в такую проклятую землю. Неудивительно, что он исчез. К счастью, мы смогли вернуть талисман подчинения души». Один из других культиваторов в комнате сказал: «Но если у нас будет возможность подружиться с этим старшим Ханем, мы сможем решить проблему с рынком, не говоря уже о чем-то еще». Юй Чжэнь криво улыбнулся и сказал: «Если нас будет поддерживать культиватор зарождающейся души, секте духовного ветра придется отступить. Даже секта янского демона не осмелится спровоцировать культиватора зарождающейся души». Но, судя по тону старшего Ханя, у него не было особых отношений со старшим боевым братом Юнем. Учитывая его личность, у него нет причин помогать нам. Даже если мы попытаемся заслужить его уважение, в нашей секте нет ничего, что могло бы его заинтересовать, но мы не можем упустить эту возможность. Это несколько хлопотно, нахмурился старик Юнь. Другие культиваторы в зале переглянулись между собой с беспокойством. В этот момент Хань Ли проследовал за культиватором среднего возраста к непримечательному зданию. Это было трехэтажное здание, покрытое слабым синим барьером. Когда они вошли внутрь, Хань Ли увидел старика, сидящего со скрещенными ногами на коврике. В руках у него была нефритовая пластинка. Казалось, он читал ее. Мужчина средних лет взглянул на старика и сказал ему: «Боевой племянник Ли, поприветствуй старейшину Ханя». Затем он повернулся к Хань Ли и сказал: «Это боевой племянник Ли. Он отвечает за заботу об этом месте и должен знать много о записях в хранилище». В этот момент старика разбудил голос мужчины средних лет, и он поспешно убрал нефритовую пластинку, а затем быстро встал. У него было морщинистое лицо и узкие глаза, в результате чего выражение его лица казалось довольно хитрыми. «Значит, это боевой старший Янь. Я надеюсь, что вы простите меня за то, что я не вышел приветствовать вас. И это должно быть старший Хань». Улыбнувшись мужчине средних лет, он посмотрел на Хань Ли, и выражение на его лице застыло. «Боевой племянник Ли». Хань Ли уставился на старика со странным выражением лица и широко открытыми глазами. «Старший, вы знаете его?» Удивленно спросил культиватор среднего возраста. Хань Ли быстро восстановил самообладание и слегка улыбнулся, сказав: «Ничего, просто он похож на моего старого друга». Но, посмотрев повнимательнее, я понял, что мне показалось. Культиватор средних лет не поверил ему, но он не осмелился продолжать расспрашивать его. Он просто хихикнул и сказал: «Вот как. Боевой племянник Ли, пойдем со мной. Этот старший останется здесь. Тебе не нужно здесь быть». Да, я Хань Ли улыбнулся, а затем он пристально взглянул на старика. «Нет необходимости. Раз этот господин Даосист Ли работает здесь, возможно, мне понадобится его помощь. Пусть он сопровождает меня в течение следующих нескольких дней». Хотя мужчина средних лет выглядел озадаченным, он несколько завидовал тому, что этот боевой племянник Ли останется вместе с этим культиватором зарождающейся души в течение следующих нескольких дней. Хань Ли, даже не прилагая усилий, мог предоставить огромные преимущества любому низкоранговому культиватору. Он вздохнул и сказал: «Так как этого хочет старший, я, естественно, подчинюсь. Боевой племянник Ли, тебе повезло. Ты должен следовать указаниям старшего». Однако Хань Ли четко дал понять, что он не собирается оставаться здесь надолго. После того, как культиватор среднего возраста отдал несколько приказов, он ушел. Хань Ли смотрел, как он уходит из здания, а затем посмотрел на старика с глубокой улыбкой. Глава 962. Слухи о божественной трансформации.
После того, как Ханьли внимательно осмотрел старика, выражение его лица изменилось. «Ты бы предпочел, чтобы я обращался к тебе, как старший боевой брат Сян или старший боевой брат Ли?» Старик моргнул, и его ранее странный взгляд полностью исчез, а затем он с улыбкой сказал: «Я не совсем понимаю, что вы говорите. Может, я похож на вашего старого знакомого?» Ханьли нахмурился. Нет смысла пытаться скрыть себя. Ты хорошо знаешь, что у культиваторов чрезвычайно точная память. На испытании огня и крови мы были среди немногих учеников долины Желтого Клена, которым удалось выжить. Как я мог забыть тебя после стольких лет? Во время испытания кровью и огнем этот старик предложил Ханьли объединиться с ним. Тогда его звали Сян Чжили, и он был на 10-м слое стадии уплотнения Ци. Удивительно, что он до сих пор жив, но из-за удивительных достижений Ханьли другие не обратили на него внимания. То, что он выжил в испытании, и его осторожный характер создали у Ханьли впечатление, что он что-то скрывает. Достигнув стадии заложения основ, Ханьли стал учеником Ли Хуаюня, культиватора стадии формирования ядра, старейшины долины Желтого Клена. Не имея дальнейших контактов со стариком Сином, Ханьли постепенно забыл о нем, и после вторжения дьявольского Да в государство Юэ, Ханьли не знал, выжил ли старик. В прошлом он был уже старым, и, несмотря на то, что прошли сотни лет, он все еще оставался культиватором стадии уплотнения Ци и выглядел точно так же. Даже культиватор заложения основ должен был уже умереть от возраста. То, что Ханьли наткнулся на него спустя столько лет в маленькой секте в чужой стране, было совершенно немыслимо. Ханьли был уверен, что во время испытания кровью и огнем тот скрывал свою силу. Было неизвестно, каковы были его намерения в то время. Ханьли уставился на старика, а в его голове мелькали различные мысли. Старик ответил спокойным тоном: «В этом мире бесчисленное множество загадок, и кажется, что есть кто-то, похожий на меня. Но я могу заверить вас, моя фамилия Ли, а не Сян. Если бы я действительно был этим человеком, зачем мне это отрицать?» Ханьли удивился, услышав это, но ничего не сказал. После минуты молчания выражение его лица смягчилось. «Возможно, я ошибся, поэтому давай оставим этот разговор. Как насчет того, чтобы ты показал мне несколько записей о создании талисмана?» Старик усмехнулся и сказал: «По словам нашего однофамильца, у нас множество записей, но более глубокие находятся на 2-м этаже. Пожалуйста, следуйте за мной, старший». Затем он провел Ханьли на 2-й этаж, как и ожидалось от обычного низкорангового ученика. Первые 2 этажа выглядели одинаково и были заполнены множеством полок. Когда Ханьли оглянулся, старик уже начал быстро перемещаться по залам с неожиданной для его возраста быстротой. Вскоре он мастерски вытащил кучу нефритовых пластинок и, вздохнув с ними в руках, сказал мрачным тоном: «Старший, вот записи о создании талисманов. На 3-м этаже тоже есть несколько. Я пойду вперед и избавлю вас от необходимости искать их». Ханьли погладил себя по подбородку и дружески улыбнулся. «В этом нет необходимости, этих нефритовых пластинок хватит уже на 2 дня. Я лично поищу эти записи, если у меня будет время. Ты можешь идти заниматься своими делами. Тогда я больше не буду беспокоить вас. Если у старшего будет какие-либо указания, зовите меня. Я буду внизу». Старик широко улыбнулся и положил нефритовые пластинки на соседний стол, а затем осторожно спустился по лестнице. Увидев, как тот уходит, улыбка медленно исчезла с лица Ханьли и заменилась на тяжелое выражение лица. «Ты видишь его культивацию? Я уже осмотрел его духовных чутьем, и хотя мне удалось пробиться сквозь слой его иллюзий, я все еще не смог определить его истинный уровень культивации». «Как будто все его тело состоит из иллюзий?» — спросил Ханьли у монарха расщепления души. «То же самое и со мной. Даже с моим высшим духовным чутьем я не смог разглядеть его», — ответил монарх. «Неужели духовное чутье этого человека превосходит как мое, так и старшего?» — с некоторым беспокойством сказал Ханьли. «Очень маловероятно, что даже если бы культиватор обладал духовным чутьем сильнее нашего, оно не могло быть настолько сильным, чтобы он мог полностью уклониться от нашего обнаружения. Таким образом, он либо культивировал необычайно секретную технику, обладает великим сокровищем, или даже...» Монарх вдруг затих. «Даже что?» — спросил Ханьли. Монарх расщепления души вдруг сказал: «Возможно, этот человек вступил в стадию божественной трансформации. Он может рассеять всю свою духовную силу из меридианов в физическом теле, а также может на короткое время свернуть свою зарождающуюся душу, чтобы никто не смог ее обнаружить». На лице Ханьли невольно отразился шок. Старший, должно быть, шутит. Культиватор стадии божественной трансформации. Монарх спокойно сказал: «Хотя я не смог войти в стадию божественной трансформации, я провел небольшое исследование по этой теме. Это самые основные способности, которые они могут использовать».
Ханли глубоко вздохнул и сказал: «Я не подвергаю сомнению их способности, но с какой стати им оставаться в мире смертных? Разве культиваторы стадии божественной трансформации не должны вознестись в царство духов?» Монарх ответил с недоумением: «Хотя в прошлом я много путешествовал и не встречал ни одного культиватора такого уровня, я уверен, что они могут задержаться в мире смертных. Способность вознестись в царство духов и обладать этой силой — это две разные вещи. Я не слишком уверен в подробностях, но после того, как они вступают в стадию божественной трансформации, они не могут часто проявлять себя как обычные культиваторы, иначе их постигнет катастрофа». «Вот как? Старший, почему ты никогда не говорил мне об этом?» Монарх раздраженно фыркнула. «Какой в этом смысл? Ты еще даже не достиг поздней стадии зарождающейся души. Я уверен, что ты осознаешь, когда сможете продвинуться дальше. Почему не все культиваторы стадии божественной трансформации соглашаются исчезнуть из мира культивации?» Ханли криво улыбнулся и сказал: «Значит, культиватор внизу может быть культиватором на стадии божественной трансформации?» «Да, но даже если он не культиватор стадии божественной трансформации, он все равно вызывает у меня опасения. Тебе лучше не провоцировать его». Подумав, Ханли сказал: «Значит, у тебя тоже было такое же ощущение. Вот почему я изменил свой тон после того, как поднялся на второй этаж. Раз этот человек проделал весь путь сюда, у него есть на то веские причины. Значит, будем притворяться, что все в порядке. Да, и если возможно, давай как можно скорее покинем секту Небесного Талисмана. Если этот человек действительно то, чего мы боимся, он может решить убить тебя, чтобы сохранить свой секрет», предупредил монарх расщепления души. Ханли покачал головой: «Но если я покину секту слишком быстро, это может в конечном итоге вызвать у него подозрения. Так что давай останемся здесь еще на несколько дней. Раз он скрыл себя и изменил свое имя, он должен быть под влиянием ограничений, о которых ты сказал, если он культиватор стадии божественной трансформации». Монарх расщепления души сухо усмехнулся и сказал: «Твои слова имеют смысл. Кажется, я об этом не подумал». Затем он сменил тему и сказал: «Но теперь, когда ты почти оправился от использования техники кровавого теневого уклонения, тебе следует начать изготавливать мое марионеточное тело». Ханли хмыкнул в знак согласия. «Я займусь этим, как только закончу убивать драконов. В конце концов, огненно-чешуйчатого дракона стоит заполучить как можно скорее, поскольку они не будут оставаться там вечно. Что касается пера Черного Феникса, то в этом нет необходимости спешить. Я могу приобрести его после того, как закончу тело марионетки». Монарх от души рассмеялся: «Вот как? Если я увижу это марионеточное тело, прежде чем погибну, мне будет ни о чем сожалеть». Ханли улыбнулся, услышав это, и больше не сказал ни слова. Он взмахнул рукавом, выпустив несколько флагов формации вокруг себя. В мгновение акфлаги исчезли, заменившись слабым лазурным туманом, покрывшим весь пол. Хотя он не верил, что старик внезапно нападет, осторожность никогда не помешает. Затем Ханли подошел к столу с нефритовыми пластинками и взял одну в руку, погрузив в нее свое духовное чутье. Глава 963. Секретный талисман. Ханли 3 дня провел в хранилище записей секты Небесного Талисмана, читая нефритовые пластинки об изготовлении талисманов. Там было довольно много секретных техник, и он небрежно скопировал некоторые из них, чтобы позже их изучить. К его удивлению, он нашел записи о создании 2 других секретных талисмана секты Небесного Талисмана. Талисман духовной формы отличался тем, что входил в тело хозяина, затем закаливался в его дантяне, в результате его можно было использовать бесконечно. Взрастив его до определенного уровня, он не становился бесконечным, но его также можно было использовать с техниками дьявольского да, такими как катастрофический гафт, не жертвуя конечностью. Другим талисманом был талисман шестислойной брони. Он конденсировал ближайшую духовную ци в шестислойный щит. Если поблизости был бесконечный источник ци, то щит мог существовать бесконечно долго. Это была одна из немногих техник, не включая стадии божественной трансформации, которые могли контролировать мирскую духовную ци. Из 3 тайных талисманов секты было легче всего понять талисман духовной формы. После того, как культиватор входил в стадию формирования ядра, он мог культивировать его в своем дантяне. Ханли считал, что наиболее успешные культиваторы секты использовали эту способность. Однако мощь талисмана зависела не только от уровня культивации пользователя и затраченного на его культивацию времени, но и от качества материалов, используемых для изготовления талисмана, как и при создании магического сокровища. Талисман шестислойной брони был другим, его мог использовать любой. Мощь этого талисмана зависела от концентрации мирской духовной ци вокруг.
При идеальных обстоятельствах он мог демонстрировала удивительную мощь. Согласно записям прошлого мастера секты, техника создания талисмана шестислойной брони была утеряна, когда мастер небесного талисмана скончался. Когда секта небесного талисмана достигла своего пика, они были встревожены исчезновением этой техники и сделали его восстановление главным приоритетом секты на протяжении многих поколений. К сожалению, они не смогли найти ни одной зацепки о его местонахождении, и поиски подошли к концу. Что касается талисмана подчинения души, его не изготавливали с момента основания секты. В результате только у талисмана духовной формы было практическое применение. Ханьли очень интересовался двумя другими талисманами, особенно талисманом духовной формы, поскольку тот был оптимальной мерой спасения жизни, позволяя ему использовать жертвенные техники. 3 дня спустя Ханьли прочитал последнюю интересную для него технику. Выпустив свое духовное чутье, он обнаружил, что старик Сян все еще был там. Он нахмурился. В последние несколько дней старик мирно культивировал и не покидал пределы здания. Ханьли показалось это довольно забавным. Опасаясь, что он уйдет без предупреждения, культиваторы секты стадии заложения основ по очереди дежурили снаружи. После некоторых размышлений он спустился на 1-й этаж. «Старший, вы дочитали». При виде Ханьли сразу же отложил нефритовую пластинку из своих рук и ухмыльнулся. Ханьли улыбнулся. «Да, я посмотрел все, что меня интересовало». «Теперь ты можешь быть свободен», — сказав это, Ханьли вышел. Яркий блеск вспыхнул в глазах старика, когда он смотрел на уход Ханьли, а затем выражение его лица вернулось к норме. Выйдя из здания, Ханьли увидел мужчину средних лет, который привел его сюда. Когда мужчина увидел Ханьли, он поспешно поприветствовал его и с уважением попросил его пройти в главный зал. Изучив их коллекцию записей, Ханьли согласился, поскольку было бы неуместно отказываться от этого предложения. Мужчина средних лет с радостью отправил талисман передачи голоса в главный зал. Там Ханьли ожидали верхний эшелон секты небесного талисмана и 2 незнакомых культиватора стадии формирования ядра, мужчина и женщина. При виде Ханьли члены секты небесного талисмана поприветствовали его. Затем старейшина Вэнь представил их, эти двое, господин Даосист Чан с горы Золотого Тумана и госпожа Се из долины Светлой Янь. Когда эти двое услышали, что старший почтил нас своим присутствием, они прибыли сюда выразить свое почтение и с тех пор ждали вас. Вы двое весьма учтивы, раз потратили несколько дней в ожидании меня, пока я изучал техники создания талисманов, равнодушно сказал Ханьли. Для нас большая честь видеть вас. Убедившись в уровне культивации Ханьли, они оба приветствовали его. По правде говоря, когда секта небесного талисмана попросила их присутствия, они усомнились, действительно ли их посетил культиватор зарождающейся души. В конце концов, эти двое хорошо знали о нынешних обстоятельствах секты небесного талисмана. Хотя все они были из маленьких сект, секта небесного талисмана была самой слабой из 3 в их союзе, поэтому было удивительно, что культиватор зарождающейся души решил посетить их. Преимущества были очевидны, если бы это было правдой. Узнав эту новость, они сразу же бросились в секту, чтобы проверить правдивость этого. Лично увидев глубокую культивацию Ханьли, их сомнения полностью рассеялись. Только после того, как Ханьли сел, другие осмелились последовать его примеру. Помимо мастера секты небесного талисмана, другие культиваторы заложения основ просто стояли в стороне. Женщина по фамилии Се сказала приятным голосом: «Нашли ли вы в хранилище записей что-нибудь интересное? Если старший заинтересован, у нас тоже есть несколько записей о техниках изготовления талисманов, хотя наша долина не особенно хороша в этом». Ханли улыбнулся женщине и сказал: «Не нужно беспокоиться. У меня есть кое-какие неотложные дела, поэтому мне нужно будет вскоре уехать в провинцию Линьцзян». Мужчина по фамилии Чан вскрикнул от удивления. Неужели старший хочет разобраться с этими свирепыми драконами? А вы знаете об этом? Удивленно спросил Ханьли. Культиватор Чан, немного поколебавшись, сказал: все культиваторы, путешествующие в провинцию Линьцзян, идут туда ради драконов. Боюсь, информация старшего не очень новая. Выражение лица Ханьли стало мрачным, и он медленно сказал: я получил эту новость полгода назад на рынке. Поскольку это драконы 7-го ранга, другие культиваторы не должны были так быстро начать охотиться на них. Вовсе нет, поспешно объяснил старик Вэнь. На самом деле, совсем недавно им удалось убить дракона, поймав его в засаду. Но драконы яростно отомстили и в ответ убил многих культиваторов. Даже культиватор зарождающейся души был серьезно ранен. Как был ранен культиватор зарождающейся души? С удивлением спросил Ханьли. Старик Вэнь ответил: среди них появился трансформированный голубой дракон 8-го ранга. Сидевшие в засаде культиваторы понесли большие потери, не ожидая его появления. Хотя секта Южных морей направила много старейшин,
они смогли только отразить группу драконов. В итоге группа драконов пробилась к множеству островов у берега и спряталась там, периодически нападая на одиноких культиваторов и кораблей смертных поблизости. Если культиваторы зарождающейся души объединялись и нападали на драконов, то они тут же скрывались вглуби океана, используя техник ледяного уклонения. В последнее время их атаки стали более жестокими и гораздо более неприятными. Я слышал, что секта Южных морей уже пригласила многих высокоранговых культиваторов на остров Нефритовой Вишни, чтобы подготовиться к охоте на драконов, поскольку дракона 8-го ранга не так часто можно встретить. «Водяной дракон 8-го ранга», — тихо пробормотал Ханли. Он тут же вспомнил ядовитого водяного дракона 8-го ранга, которого он убил в прошлом. Хотя демонический зверь был только 8-го ранга, его истинная сила превышала силу культиватора на средней стадии зарождающейся души. Кроме того, в море с ним было особенно трудно справиться. Однако Ханли не интересовался драконом 8-го ранга. Затем он спросил, помнится, что среди них был огненный дракон, а именной дракон алого пламени. Это правда? Культиватор Чан, казалось, много знал об этом и быстро ответил, кажется, среди них есть красный дракон, но я не уверен, что это дракон алого пламени. Это подойдет, кивнул Ханли. Когда остальные в зале увидели, что лицо Ханли расслабилось, все вздохнули с облегчением. В этот момент старик Вэнь и двое других переглянулись между собой, а затем он возбужденно спросил, культивация старшего Ханя очень глубока. «Наверное, вы великий старейшина какой-то секты». Ханли взглянул на троих и загадочно улыбнулся. «Хе-хе, я прибыл из отдаленного региона. Я не старейшина какой-либо из сект в Великом Цзине». Острый взгляд Ханли поразил группу, но, услышав его слова, они невольно обрадовались. Немного поколебавшись, старик Вэнь осторожно спросил, поскольку старший уже исследовал талисман подчинения души, что скажете? Он достоин вашего внимания. Ханли вздохнул и сказал прямо, если тебе есть что сказать, скажи это. Хватит ходить вокруг да около. Может, ты хочешь, чтобы я вошел в вашу секту? Услышав разочарованный тон Ханли, старик Вэнь встревожился и быстро объяснил, пожалуйста, не поймите меня неправильно, старший. Я бы не посмел просить вас об этом. Я только хотел спросить, не желает ли старший стать совместным приглашенным старейшиной наших 3 сект. Приглашенный старейшина. Прищурился Ханли. Мелкие и средние секты в Великом Цзине часто нанимали высокоранговых бродячих культиваторов, чтобы улучшить свое положение в регионе. Хотя положение старейшины звучало так же, как и у обычного старейшины, на самом деле различий было немало. Для маленьких сект приглашенные старейшины были формальностью. Их нельзя было ограничить сектой, и они не подчинялись приказам. Как правило, они принимали меры только тогда, когда у секты были неприятности. Однако даже эта помощь не была обязательной и зависела от настроения старейшины. Кроме того, приглашенным старейшинам платили должным образом за их должность, а иногда даже больше, чем обычным старейшинам. Причина, по которой положение приглашенного старейшины было широко распространено в Великом Цзине, была вызвана огромным количеством маленьких сект и отсутствием необходимого числа высокоранговых культиваторов в них. Не говоря уже о небольших сектах, даже средним сектам иногда не хватало культиваторов зарождающейся души. При таких обстоятельствах для них было естественно стремиться изо всех сил к поддержке бродячего культиватора зарождающейся души. Но обычно высокоранговые бродячие культиваторы с пренебрежением вступали в ограничения секты, но поддавались на оплату. В результате должность приглашенного старейшины оказалась весьма востребованной. Глава 964. Свирепые водяные драконы. Услышав, как старейшина секты Небесного Талисмана осторожно упомянул это предложение, щека Ханли дернулась, и он слегка улыбнулся. «Как вы думаете, я отвечу на ваше предложение стать приглашенным старейшиной ваших 3 сект?» Старик Вэнь успокоился, увидев, что Ханли не рассердился, и он поспешно объяснил, «Мы понимаем, что у такой маленькой секты, как наша, нет квалификации, чтобы нанять вас, поэтому нам нужно только, чтобы вы урегулировали наш спор и разрешить нам использовать ваше имя в качестве защиты. Больше мы не посмеем вас беспокоить». Ханли моргнул и сказал, «Хочешь сказать, что я должен помочь вам всего 1 раз, и больше мне не нужно будет заботиться о вас в будущем?» Так и есть. Более того, вы не стали бы просить вас сделать это за даром. Раз вы заинтересованы в техниках изготовления талисмана, наша секта Небесного Талисмана готова предоставить вам технику талисмана духовной формы. Гора Золотого Тумана и секта Яркой Янь тоже передадут вам свои древние техники. Кроме того, мы подготовили 10 000 духовных камней. Надеемся, что старший примет это.
Старик Вэнь знал, что он разозлит Ханьли, только если попытается хитрить, поэтому он все сказал прямо. 10 000 духовных камней. С улыбкой спросил Ханли. Мы знаем, что это очень мало, но мы будем выплачивать вам эту сумму каждый год. Кроме того, мы готовы даровать талисман духовной формы, который изготовил основатель нашей секты. С его помощью вы сможете изготовить такой же, старик Вэнь говорил, стиснув зубы, как будто это было последнее условие, которое он мог предложить. Основатель вашей секты. Ты имеешь в виду даосиста небесного талисмана? Ханьли вдруг изменился в лице. Затем мастер секты, Юэ Чжэнь, выступил с инициативой сказать «верно». Я должен сказать старшему, что, хотя основатель секты сумел показать ее величие, последующие поколения нашей секты были не в состоянии изготовить его. Поэтому наша секта передавала талисман на протяжении бесчисленного количества лет и стала свидетелем того, как духовная природа сокровища постепенно исчезала с течением времени, но мы были беспомощны, чтобы что-либо сделать. Если старший сможет его использовать, это тоже решит эту проблему. Ваша секта обладает таким сокровищем. Я хочу посмотреть. Взволнованно сказал Ханьли. Старик Вэнь обрадовался, увидев интерес Ханьли, и поспешно приказал: «Боевой племянник Юэ, покажи талисман старшему». Несмотря на то, что старик Вэнь обладал высочайшей культивацией в секте небесного талисмана, талисман духовной формы основателя секты хранился только у мастеров секты. Да, боевой дядя. Юэ Чжэнь немедленно похлопал по своей сумке для хранения и достал шкатулку из желтого дерева, а затем вручил ее Ханьли обеими руками. Ханьли просто приманил ее взмахом руки, а затем стал пристально рассматривать ее. Деревянная шкатулка выглядела довольно просто, если не считать ее сверкающего золотого талисмана. Ханьли поднял бровь и провел рукой по шкатулке, в результате чего талисман засверкал ярким светом. 3 старейшины формирования ядра были особенно встревожены, но остальные культиваторы выглядели равнодушными. Обычные культиваторы были не способны использовать духовную силу, чтобы снять запечатывающий талисман. У культиваторов зарождающейся души не только был непостижимый уровень культивации, но их контроль над магической силой был невероятен. Раньше старейшины только слышали об этом, но теперь, увидев это своими глазами, они стали смотреть на Ханьли с еще большим уважением. Шкатулка открылась, и оттуда вылетело облако искрящегося лазурного света, состоящего из духовного ци чистого древесного элемента. Ханьли был глубоко шокирован. Согласно тому, что сказал старик Вэнь, этот талисман терял свою духовную природу в течение многих лет, но он все рано был очень сильным. Но больше всего Ханьли обрадовало не это, а то, что этот талисман духовной формы был на самом деле талисманом с древесным элементом, что могло значительно дополнить его технику культивации. Культивировать сам талисман ему тоже было бы легче. Таким образом, Ханьли решил внимательно осмотреть талисман. Талисман был размером с руку, изумрудно-зеленого цвета, а на его поверхности блуждали золотые и серебряные символы. Однако внимание Ханьли привлек небольшой шарик светло-фиолетового света, вращающийся в центре талисмана. Ханьли покрыл ладонь лазурным светом и потянулся к талисману. Затем талисман во вспышке света задрожал и вырвался из шкатулки. Ханьли изменился в лице при виде того, что талисман пытался сбежать. Затем он сжал кулак, и призрачная рука схватила талисман в воздухе. Прежде чем другие культиваторы успели удивиться, рука света исчезла, и талисман оказался в руках Ханьли. Ханьли уставился на извивающийся талисман в своей руке и усмехнулся. Итак, это талисман духовный. Очень впечатляет. Я слышал, что даосист небесный талисман был культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Учитывая уровень культивации, с которым изготовили талисман, обычным культиваторам было бы нелегко его изготовить. И даже если он будет полностью очищен, его мощь сильно уменьшится и потребует дальнейшей культивации. Это не то, что можно сделать за несколько коротких десятилетий. Если все сделано неправильно, это может занять более 100 лет. Старик Вэнь, услышав это, переглянулся взглядом с мастером секты. С угрюмым сердцем он спросил: «Старший считает, что этот талисман сможет культивировать только тот, кто находится не ниже ранней стадии зарождающейся души. Поскольку я нахожусь на средней стадии с искусством культивации древесного элемента, мне будет легче культивировать этот талисман», равнодушным тоном сказал Ханьли, сдерживая свое волнение. Хотя ему понадобится немало времени, чтобы усовершенствовать этот талисман, но при дальнейшей культивации талисман наверняка превзойдет его первоначальную силу. «Значит, старший согласен?» — радостно спросил старик Вэнь. Другие культиваторы в зале с ожиданием смотрели на Ханьли. «Еще нет. Сначала расскажите мне о проблеме, которую вы хотите, чтобы я решил». «Я соглашусь, если это не слишком хлопотно», — сказал Ханьли.
Затем по взмаху руки талисман вернулся к деревянную шкатулку и снова был запечатан в нем. Старик Вэнь был очень рад услышать, что Хань Ли подумает об этом, и быстро начал объяснять: «Конечно. По правде говоря, для вас это тривиальное дело. Этот вопрос связан с нашим общим рынком». За последние несколько дней Хань Ли спокойно выслушал его, и через четверть часа он покинул секту и направился на север. Прошло несколько дней, и в провинции Хуайюань произошло событие средней важности. Гость секты Небесного Талисмана, старейшина Хань, неожиданно прибыл в секту яньского демона Дьявольского Да. Учитывая его обширные способности и культивацию, он с легкостью победил единственного старейшину зарождающейся души секты яньского демона и быстро покинул ее. На следующий день секта Духового Ветра, которая ранее поддерживала секту яньского демона, внезапно переместила свой рынок в далекую область. Другие мелкие и средние секты были встревожены этой новостью, и все они покинули близлежащий регион, предоставив секте Небесного Талисмана и их союзникам полный контроль. В настоящее время 3 секты чувствовали триумф. 3 старейшины, в частности, чувствовали, что их инвестиции окупились. С именем великого старейшины средней стадии зарождающейся души они рассчитывали, что в ближайшие 100 лет смогут набраться сил. В этот момент главная секта провинции Хуайюань, секта Южного моря, собирала культиваторов на охоту для уничтожения водяного дракона. За несколько дней им удалось собрать более 200 культиваторов стадии формирования ядра и 10 культиваторов зарождающейся души. Разделившись на группы, они расположились в различных областях близлежащего моря в поисках скрытых водяных драконов. Время от времени они находили нескольких низкоранговых драконов и убивали их. В конце концов, охота человеческих культиваторов набирала обороты и планировали завершить охоту одним махом. Однако, водяные драконы были довольно хитрыми, и когда увидели, что что-то не так, они прятались глубоко в море на несколько месяцев. Без следов драконов часть культиваторов потеряла терпение и отказалась от охоты. По прошествии нескольких месяцев на охоте осталось около 100 человек. Культиваторов зарождающейся души осталось всего 7. С таким количеством культиваторов они уже не могли действовать в полную силу, и драконы увидели возможность. Они сразу начали передвигаться. Они не только начали нападать на одиноких культиваторов, но 8-ранговый дракон даже начал время от времени атаковать отряды культиваторов. Хотя эти отряды возглавляли культиваторы зарождающейся души, водяной дракон 8-го ранга обладал мощными способностями, и его техники ледяного уклонения достигли совершенства. После каждой атаки он сразу же убегал от дальнейшего конфликта. В результате он сажал многих культиваторов формирования ядра без вреда для себя. Остальных культиваторов охватил ужас, и секта Южного моря оказалась между молотом и наковальней. Они могли только продолжать собирать больше культиваторов для возобновления охоты. Однажды группа из дюжины культиваторов формирования ядра, возглавляемая культиватором зарождающейся души, медленно летела по морю. Они высвободили свое духовное чутье вокруг себя, стараясь изо всех сил просматривать море под ними. Среди этих культиваторов был Хан Ли, замаскированный под бледного мужчину средних лет. Он летел позади группы со спокойным выражением лица, подавляя раздражение в глубине души. Когда собирались отряды культиваторов для охоты на водяных драконов, Хан Ли вошел в их ряды как культиватор формирования ядра, надеясь воспользоваться ситуацией. Но он не ожидал, что этот план не сработает. С тех пор, как появились драконы, все вышедшие в патруль отряды попадали в засаду 1 или 2 раза. Отряд, к которому он присоединился, был единственным, который не попал в засаду ни разу. Хань Ли от этого потерял дар речи. Он действительно не знал, было ли это удивительным везением или же ему чертовски не везло. Глава 965. Сражение с водяным драконом. В настоящее время группа Хань Ли находилась в 1000 километров к западу от острова Нефритовой Вишни. Несколько дней назад группа культиваторов попала в засаду водяного дракона 8-го ранга. Хотя дракон наводнения был довольно хитрым и вряд ли стал бы там оставаться, секта Южного моря отправила их на поиски независимо от того, смогут ли они найти его. Находясь в присутствии такого количества людей, Хань Ли не мог полностью использовать свое духовное чутье, иначе он рисковал привлечь внимание культиватора зарождающейся души, возглавляющего их группу. Ему оставалось лишь высвободить то количество духовного чутья, которое позволяло обнаружить следы водяных драконов, которые находились в 5 километрах вокруг него. В течение дня они обыскали большую часть этой местности, но, к их собственному удивлению, они ничего не смогли найти. Внезапно культиватор впереди удивленно закричал: «Что это?». Услышав это, Хань Ли переключил свое внимание с моря на небо, увидев вздымающиеся облака, приближающиеся к ним. В группе поднялся шум, и один из них закричал от восторга: «Как хорошо!». Кажется,
Там высокоранговый демонический зверь. Мы не должны позволить ему уйти. Один из наиболее бдительных культиваторов нерешительно сказал, что-то не так. Водяные драконы обычно бегут, завидев нас. Зачем им нападать на нас первыми? У них есть какой-то план. Культиватор зарождающейся души, возглавлявший отряд, был крупным мужчиной средних лет в золотых одеждах. Услышав их разговор, он неосознанно повернулся в их сторону. Однако его лицо внезапно замерзло, и он громко закричал: «Будьте осторожны! К нам приближаются демонические звери с другого направления». Все испугались, услышав это. Все они выплюнули свои магические сокровища и приготовились к битве, но своими глазами они не могли видеть никаких следов демонического зверя. Культиваторы переглянулись между собой. Как только они собирались говорить, мощный рев сотряс воздух. Затем вдалеке появились разноцветные облака, непрерывно клубившиеся с еле различимыми силуэтами водяных драконов внутри. Несмотря на таящуюся в облаках опасность, вид светившихся красным облаков на востоке и синим на западе завораживал своей красотой. На таком близком расстоянии культиваторы уже могли почувствовать страшную силу водяных драконов в облаках. Большинство побледнело от ужаса, а один из них закричал в ужас: «Как такое может быть?» Два демонических зверя 8-го ранга, внезапно появился еще один дракон 8-го ранга. Теперь драконы не собирались устраивать засаду, а хотели полностью устранить людей. Жертвы превратились в охотников. Лидер все еще мог сохранять спокойствие в сложившихся обстоятельствах, и он яростно рявкнул: «Не паникуйте. Быстро отправьте сообщение другим отрядам. Разделитесь на группы, чтобы противостоять врагу. Не позволяйте им собраться вместе, иначе их сила удвоится. И даже не пытайтесь сбежать, с их техникой водяного перемещения они смогут догнать нас одного за другим». Приказы успокоили группу, и несколько из них тут же выпустили поток талисманов передачи голоса в небо. Затем лидер угрюмо добавил: «Я пойду разберусь с одним из 8-ранговых драконов. Два культиватора, владеющие техниками уклонения, должны задержать другого на какое-то время. Вам не нужно с ним сражаться, просто задержите его. Остальные разберитесь с драконами 7-го ранга». Но на этот раз культиваторы тревожно переглянулись между собой. Хотя эти культиваторы не были равней драконам 7-го ранга, они были уверены, что на какое-то время смогут задержать их. Но то, что двое из них должны были вступить в бой с драконом 8-го ранга, разве это было не слишком? Даже если бы это было всего лишь время, обычные культиваторы не смогли бы ему противостоять. «Хорошо, давайте трое», — с тревогой сказал их лидер. Вскоре грянул гром, и произошла удивительная сцена. Ничем не примечательный культиватор из их группы внезапно поднялся в небо с властной силой, превратившись в полосу ослепительного лазурного света, летевшей в сторону красного облака. Культиватор зарождающейся души на средней стадии зарождающейся души. Присутствующие закричали и от удивления, и от восторга. Их лидер тоже обрадовался. Неужели секта Южного моря почувствовала что-то неладно и спрятала культиватора зарождающейся души в моей группе? С этой мыслью он перевел свой взор на приближающееся синее облако и бросился к нему, не задумываясь. Видя, что две самые большие угрозы были заблокированы культиваторами зарождающейся души, боевой дух отряда поднялся, и они разлетелись в разные стороны, чтобы помешать другим приближающимся облакам с драконами. Вскоре небо озарилось разноцветными огнями во всех направлениях под сопровождение грохота отдаленных взрывов. Но, в отличие от других, облако перед Ханьли оставалось неподвижным, и вокруг него горел барьер адского пламени. Он был защищен слоем слабого пурпурного пламени, который издавал слабый треск, несравнимый с грохотом от других сражений. В 100 метрах от него находился эволюционировавший зверь, получеловек. Он был окружен огненным столпом и холодно смотрел на Ханьли. Хотя демонический зверь выглядел как человек, его тело было покрыто сверкающими алыми чешуйками размером с кулак, а из его тела струились потоки пламени разного размера. Ханьли широко улыбнулся и сказал: «Значит, ты дракон алого пламени. Я был прав, прилетев сюда. Твои чешуйки выглядят намного эффективнее, чем у демонических зверей 7-го ранга. Ты собираешься драться со мной?» Эволюционировавший алый дракон, тупо уставившийся на Ханьли, широко улыбнулся, обнажая белоснежные клыки. Затем его глаза сверкнули зеленым светом, и огненный столб вокруг него стал мощнее. Несмотря на демонстрацию своей мощи, на самом деле он действительно чувствовал беспокойство. Культиватор, который напал на него, не только находился на средней стадии зарождающейся души, но и его пурпурное ледяное пламя было смертельно опасным. Эти странные языки пламени сдерживали его культивацию, и это сильно ограничивало его способности. Кроме того, спокойствие Ханьли заставляло его сердце дрожать по неизвестной причине. У дракона было легкое предчувствие того, что ему грозит катастрофа, и стал еще более беспокойным.
Хань Ли усмехнулся и равнодушно сказал: «Я пришел сюда, потому что услышал, что здесь есть водяные драконы 7-го ранга. Но раз ты здесь, меня больше не интересуют эти мелкие призы. Однако, я также не очень заинтересован в том, чтобы убивать тебя, раз ты смог культивировать до этой стадии и готов отпустить тебя. Может, ты сам отдашь мне свои жизненные чешуйки шеи и уйдешь к другим драконам. Мои жизненные чешуйки. Тебе действительно хватает смелости говорить это. Разве мелкому культиватору на средней стадии зарождающейся души полагается быть таким высокомерным? Посмотрим, сохранится ли твое отношение после того, как я превращу тебя в пепел». Слова Хань Ли привели дракона в ярость. Жизненные чешуйки были чем-то, что дракон хранил с момента своего рождения. По мере взросления большая часть их магической и жизненной силы накапливалась в этих чешуйках, подобно ядру демонического зверя. В случае их потери он потеряет почти половину своего уровня культивации. Разъяренный получеловек-полудракон начал искажаться, и раздался мягкий удар. Огненный столб, окружавший его, рассеялся, обнажив алого водяного дракона длиной 20 метров и толщиной в метр. Страх в его сознании был полностью заменен жаждой разорвать Хань Ли в клочья. Показав свою демоническую форму, он открыл рот и выплюнул в Хань Ли поток раскаленной лавы. При виде этого Хань Ли нахмурился, пробормотав про себя концентрированный лавовый плевок. Его демоническое пламя было культивировано до этого уровня. Кажется, мне придется лично принять меры. Сказав это, Хань Ли не смел дольше медлить. Похлопав себя по затылку, он выплюнул жемчужину снежного кристалла. Жемчужина, появившись, сразу же расширилась до размера кулака и метнулась вперед, чтобы встретить атаку. В то же время Хань Ли произнес заклинание и указал на жемчужину. Жемчужина загорелась пурпурным пламенем, превратившись в 3-метрового водяного дракона, бушующего пурпурном пламени с жемчужиной во рту. Как только фиолетовый дракон обрел форму, он бросился навстречу лаве. Воздух внезапно наполнился белым туманом, окутав их обоих. Фиолетовый огненный дракон использовал жемчужину во рту, чтобы выплюнуть поток фиолетового пламени, медленно отталкивая лаву. Алый дракон при виде этого слегка испугался, но вскоре в его глазах засверкал зловещий блеск, а его тело засверкало ослепляющим красным светом. Море пламени, окружающее Хань Ли, зашумело, а на нем стали вздыматься 30-метровые огненные волны, обрушившиеся на него со всех сторон. Хань Ли холодно улыбнулся при виде этого. Хлопнув в ладоши, а затем разделив их, он направил ладони на лавовые волны. Перед ним вспыхнул пурпурный свет и раздался звон. Вокруг него внезапно сгустилась сверкающая 100-метровая ледяная гора, которая прочно заблокировала потоки лавы. После этого дракон уменьшил свое тело до 3 метров в длину. Как только это произошло, зверь прекратил извергать лаву и бросился в сторону Хань Ли в виде алой полоски света. Он преодолел 60 метров в мгновение ока и начал размахивать своими когтями. Когда дракон увидел, что его адское пламя неэффективно против Хань Ли, он решил атаковать его своими когтями.